Привет, друзья! С вами Макс, и это очередной влог для тех, кто изучает русский язык. Я буду говорить, как всегда, медленнее, понятнее, объяснять какие-то слова. И сегодня мы с вами будем учить русский в путешествии, а именно в велопутешествии, потому что на этих великах мы с вами отправимся куда-то вот туда. Я еще пока не знаю, нужно посмотреть. Мы сегодня хотим проехать по самому, или одному из самых известных маршрутов. Это и веломаршрут, то есть маршрут для велика, и маршрут просто для ходьбы. Да? Он называется «Медвежья тропа». Сейчас нужно понять, куда нам ехать. И туда, Сабрина? Ну хорошо, поехали туда, ладно, нормально. Поехали. Давай, залезай. Так, первое, что нам нужно сделать, это... Сабрине нужна куртка, Юль? Нет. Сабрина, ты хочешь куртку надеть? Нет. Нет? Ну ладно, хорошо, давай тогда доедай свой батончик. И иди сюда. Сюда. Сабрину мы пристегиваем вот так вот. Пристегиваем ремнем безопасности. Это у нас ремень безопасности. И он сюда вот так. Я его несколько раз вот так закручиваю, потому что если его вот так не закрутить, тогда он будет спадать с плеч. Вот, он будет спадать, да, падать с плеч или спадать. Поэтому, чтобы он был вот в таком положении, я здесь немножко вот так вот закручиваю его ремень. И вот так вот, все. Это первое. И еще нужно пристегнуть ноги. Пристегнуть вот здесь. Все, раз. И также вторая. Смотрите, мы еще не начали ехать. Просто хотел показать вам вот эти абсолютно роскошные, красивые дома, потрясающие, но в таком запустении. Да, видите, заброшенные дома, очень красиво выглядят. Первый, вот здесь второй такой же дом. Не знаю, честно говоря, почему они так заброшены. Такие красивые дома. Может быть, наверное, их дорого отреставрировать. И, наверное, государство не разрешает их просто снести и здесь построить что-то новое. Не знаю, в чем точно причина, но выглядят они просто потрясающе. Мне очень нравится. Вообще класс. Дело в том, что маршрут начинается не сразу. Нам сначала нужно будет проехать 20 минут от станции Трубия до другого места, где, по сути, уже начинается, до поселка, который называется Тунён. И оттуда уже начинается Медвежья тропа. Потом вот так вот дальше мы тут по горам поедем. Сейчас мы выезжаем из этого городка маленького. Тут очень мило. Очень мило. Мы уже здесь были. Мы один раз ехали по маршруту, который называется «Зеленый путь», Биа-Берде. И он как раз заканчивался здесь, на этой станции Трубия. Здесь много велосипедистов, потому что этот маршрут, он очень популярен. Не знаю, мне кажется, это, наверное, самый популярный маршрут и один из самых красивых. Проблема в том, что он очень длинный. И его нельзя проехать как бы в одну сторону. Так, что говорит навигатор? Навигатор говорит здесь направо. В смысле прямо. Здесь прямо. Вот, смотрите, как выглядит маленький испанский городок на севере. Такой просто небольшой красивый городок. Ой, мы сейчас еще вдоль речки поедем. Смотрите, здесь тоже какая красота. Ох. Маленькие города Испании — это, конечно, просто любовь. Это просто любовь.
Это просто любовь. Очень красиво. И здесь тоже красивые дома. Так вот, проблема, ну, как бы не проблема, но особенность этого маршрута, что он только идет в одну сторону, то есть нельзя закольцеваться. Поэтому нам придется ехать туда, ну, не знаю, час, полтора, два, сколько проедем, и потом назад по этой же дороге. Но посмотрим, посмотрим. У нас нет конкретного плана. Смотрите, кстати, а вот так выглядят уже районы поновее этого же поселка, ну, этого же городка. Да, малышка? Перро. Сабрина увидела собаку. Вот так выглядят уже более новые дома. Такие цветные. Вообще хорошо выглядят, мне нравится. Я бы здесь жил бы с удовольствием. Прикольно. Как вам? Маленькие испанские или северо-испанские городки. А сейчас мы проезжаем какой-то завод. Вообще станция Трубия. У меня ассоциация только одна, со словом труба. Да? Поэтому здесь в Трубии, на этом заводе, должны делать трубы. Но это так, я шучу, конечно. Какой-то завод. Не знаю, что за завод, если честно. Может, и не завод, может, какое-то просто предприятие. Короче, не знаю. Вообще, провинция Астурия, она на самом деле промышленная. То есть здесь много промышленности. В плане много каких-то карьеров, заводов. То есть что-то добывают. Я знаю, что здесь точно уголь добывали и другие какие-то ископаемые. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, я даже сейчас чувствую запах угля. Или чего-то такого. Короче, не знаю точно. Вот, посмотрите, как выглядит. Но суть в том, что здесь очень много разных предприятий, заводов и так далее. И даже та дорога, по которой мы сейчас поедем, сейчас она чисто туристическая, но раньше там была железная дорога, и по ней как раз возили уголь из шахт. Шахты были, там добывали уголь и возили его по этой железной дороге. Но, кстати, посмотрите, как выглядит склад или хранилище, такое классическое астурийское. Как оно выглядит вот не в музее, а просто вот так вот. Нет, Сабриночка, топ-топ будет потом, когда мы приедем. Пока мы еще едем, зайка. Вот, но потом железную дорогу закрыли, уголь добывать и использовать перестали. И сейчас это просто туристическая, очень крутая, очень длинная. Налево, Юля, сюда. Вон, Сенда-Берде. Да, смотрите. Уже, по сути, мы еще не на медвежьей тропе, но мы уже въезжаем в природу. Посмотрите, как это выглядит. И опять такое заброшенное здание. Ой, как красиво. Вот здесь мы едем. А если посмотреть туда, я надеюсь, видно вам, там должно быть поле с коровами. Поле, где пасутся коровы. Что-то, кстати, коров-то и не видно, да? Но они там есть. Они там есть. Подожди, Сабрина, стой. А мы с Сабриной едем на велике. И едем мы вдоль вот этой речки. И вокруг все красиво, и вокруг все прекрасно, все красиво, все прекрасно. Да. Мы с Сабриной едем тут. Тут красиво. Весна. Все цветет. Мы еще не доехали до Медвежьей тропы, но, друзья, здесь уже так красиво. Что же будет дальше, когда начнется вся красота? Сложно представить. Сейчас, Сабриночка, подожди чуть-чуть. Скоро приедем, и ты погуляешь обязательно, побегаешь.
Юля, как дела? Отлично. Сейчас мы догоним маму, не переживай. Остановились посмотреть на овечек. Там есть маленькая овечка, детеныш. Как, Юль, как называется детеныш? Ягненок. А, ягненок, точно, конечно. Ягненок. Ягненок маленький, посмотрите, белый. Ну и еще черный, черный чуть побольше. Мэ. Какие звуки издают бараны? Бараны говорят «бе». Ну, по-русски мы так говорим. Козы говорят «ме». Коровы «му». Кто у нас есть? Лошадь. Лошадь делает «и-го-го». Да, «и-го». «И-го-го». Что еще? Петух делает «ку-ка-ре-ку». Петух. Ку-ка-ре-ку. Никаких какал-дудл-ду. Нет, только ку-ка-ре-ку, друзья. Сабрина, скажи ку-ка-ре-ку. Ку-ку-рику. Молодец. Вот. Ку-ка-ре-ку. Ку-ку. Какая красота, посмотрите. Тут 2 колокола и скалы, скалистые горы. Сегодня еще пасмурно, поэтому вершины гор в облаках. Но это создает какую-то особую атмосферу, такую немного мистическую. У-ху! Фух, ну вот мы уже добрались до начала непосредственно медвежьей тропы. Птицы поют. Тут очень красивые высокие горы со скалами наверху. Вот там тоже, видите, скалы такие прикольные. Но я предлагаю сейчас спуститься к реке, потому что тут очень красивая речка. Сейчас, наверное, и Сабрина захочет тоже спуститься. Сабрина, пойдешь с папой к реке? Хорошо. В горку хотите? Ну, давайте. Сабрина решила с мамой остаться. Не захотела с папой пойти. А здесь очень прикольно. Так, опа. Сейчас спустимся к речке, посмотрим. О, какая прозрачная вода! Посмотрите. Просто невероятная прозрачная вода. Вау. Наверное, еще и холодная. Но тут, честно говоря, не очень удобно спускаться. Да ладно, что там уж. Что уж там. Что уж там. Потрогать-то водичку надо же, конечно. Ой-ой-ой, обязательно. О, кстати, не такая она и ледяная, хочу сказать. Не такая холодная. Холодная, но не ледяная. Красота. Подожди туда. Давай ручки помоем. Давай. Немножко геля нанесем. Растирай теперь. Хорошо, хорошо, растирай. Растирай, хорошо. Сабрина, будет бутерброд? Да. Здорово. Я тоже буду бутерброд. Вот так растираем. Давай вот так. Да, чтобы микробов не оставалось. Ну что, у нас есть бутерброды. Покажи бутерброды. Да, я тоже сейчас помою. Здесь бутерброды. А с чем у нас бутерброды? Они с индейкой, огурцом и сыром. С индейкой, огурцом. И сыром. Вау! Ням. Просто великолепно. Держи. Держи. Давай, Сабрина. Все, что нужно молодому организму. Как тебя папа учил держать? Вот так вот, молодец, чтобы ничего не падало, да? Вот так вот пальчиками сверху. Молодец. Тебя тоже есть. Мы, конечно, настоящие спортсмены. только начали наш маршрут и уже это съели по сэндвичу. Сейчас еще поедим немножко лесных ягод. Из магазина. Мы из города с собой в лес возим ягоды. Вот. Ну и молочко, да. В общем, нормально. Чтобы, понимаете, чтобы не терять мышечную массу. Осталось 10 минут
до места, где находятся медведи. А мы сейчас едем по долине медведей. Ну, так называется, по крайней мере, это место. Это долина. Ну и действительно, это долина между гор. Очень красивая. Здесь какие-то маленькие поселки, через которые мы проезжаем. Очень уютные, очень приятные. Снова вот этот астурийский амбар. Ну и, конечно же, горы, горы, горы. Все безумно красиво, все цветет. Еще сейчас апрель. И это на самом деле сезон, когда люди начинают паломничать, когда они начинают свои паломничества. Да? То есть паломники ходят здесь по северу Испании, проходят разные маршруты. Самый известный маршрут или путь – это путь Сантьяго или Камино де Сантьяго. И сейчас как раз сезон начинается, поэтому мы уже видели нескольких людей, похожих на паломников, такие с рюкзаками. А почему сейчас начинается сезон? Потому что сейчас не так жарко, но при этом не так холодно. И поэтому очень комфортно идти. Очень комфортно идти. И, ну, наверное, еще прикол в том, что все цветет. Ну вот конкретно здесь сейчас, ну вон деревья наверху, например, цветут. То есть много цветущих деревьев, яблони цветут. Вот там какие-то розовые кусты, фиолетовые, простите, фиолетовые кусты какие-то растут и цветут. Все, я начинаю заговариваться. Цветут фиолетовые кусты какие-то. А вот здесь знак, смотрите. Знак. Так, вот наша медвежья тропа. Что тут опасно? Камни могут падать. Можно упасть с обрыва. Опасные перекрестки. И лимит скорости 30 километров. Ну, окей. И смотрите еще, какой интересный шрифт, да? Такой вот напоминает нам о том, что мы находимся на территории, где раньше жили кельты. Я так предполагаю, что вот эта как раз часть раньше была железной дорогой. Сейчас здесь асфальт, а раньше здесь ходил поезд и возил уголь, насколько я понимаю. Классное ощущение, что ты едешь по маршруту, где раньше ездил поезд. Вообще. Вот, смотрите, все цветет. Это, кажется, яблони. Вот они цветут. Цветут яблони. А какая дальше-то красота! Умопомрачительно, друзья. Умопомрачительно. Умопомрачительный вид. Умопомрачительный. Вот там наша мама в горку поднимается. Молодец какая. Да, тут часть маршрута. Ну, можно было поехать вдоль гор, но мы поехали по дороге, чтобы посмотреть на медведей. Вроде как в этом поселке находится медведь. Живет здесь в каком-то доме. Так, ну написано, что вот дом медведя налево. Сейчас посмотрим. Так. О, похоже. Похоже. Сейчас посмотрим. В общем, история такая. Мы ехали по вот этой тропе, да, по медвежьей тропе. И в какой-то момент карта нам показала, что дом медведя, вот видите, здесь написано «Casa del Oso», дом медведя, что он находится здесь. И на Google картах там была фотография с медведем. Ну, медведь, типа медведь, настоящий медведь. И мы думали, что это место здесь. И поэтому мы свернули с этой тропы
где мы ехали, и мы по дороге приехали сюда в городок в этот. Но оказывается, здесь просто туристический центр, а медведь живет там. Поэтому нам нужно либо возвращаться и вот так вот снова ехать, либо ехать дальше и потом возвращаться на тропу. Короче, сейчас посмотрим, что будем делать. Но в любом случае медведя мы увидим. И, кстати, я спросил по поводу медведей. И здесь, ну, вот в этих горах, в этих лесах обитает около... Блин, я вот что-то забыл. 3000 или 300? Да. Короче, или 3000, или 300, примерно так. В общем, медведи все еще есть в этих лесах. Их, ну, очевидно, не очень много, но они все еще есть. Но конкретно тот медведь, а про него я расскажу, когда мы его увидим. Вы только посмотрите. Мы решили не ехать сейчас к медведю, раз мы его проехали. Мы его посмотрим на обратном пути. А сейчас решили дальше проехать еще по медвежьей тропе. И вот здесь просто посмотрите, какая красота. Туннели, по которым раньше ездил поезд. Здесь внизу река и такое ущелье. Просто невероятно. И там какая-то абсолютно высоченная нереальная гора. Кажется, что там долина, надо посмотреть. Очень хочется дальше проехать, посмотреть, что там. Да, уж сложно себе представить, как прорывали эти туннели. Скорее всего, взрывали просто динамитом. Ох, зелень, зелень, зелень. Какая яркая зелень. Ух, какая красота тут, конечно. Ух, какая красота. Идеально. Вышло солнце, и теперь можно видеть все без тумана, без облаков. Класс вообще. Посмотрите, какие горы. И там какие-то сосновые леса. Не знаю, сосны это, ну или какие-то хвойные деревья. Очень красиво. А мы решили доехать до водохранилища, которое находится в 4 километрах сейчас от нас. Это где-то 20 минут такой спокойной езды. Очень, конечно, красиво. Восторг. 6 минут до водохранилища. Посмотрите, как пейзаж изменился. Стало гораздо теплее. Я бы даже сказал, уже немного жарко даже. И здесь в горах. Ну, потому что мы последние 30 минут постепенно поднимались вот по этой дороге. Мы поднимались. Тут такой небольшой, небольшой уклон. То есть дорога очень постепенно поднималась так вот вверх. Поэтому было комфортно достаточно подниматься. И мы поднялись уже очень высоко. Через 5 минут будем у водохранилища. Фух, ну что, миссия выполнена. Вот водохранилище. Водохранилище прекрасное. Прекрасные горы. А вот здесь нас ждет бутылочка холодного испанского пива. Ну, как нас, меня. О, да. Да. Красота. Местное пиво. Юля подметила интересную вещь, что... Как ты сказала, Юля? Ну, мы сейчас приехали на водохранилище, и тут берег оборудован столиками, кафе, да, продается вон пиво, вино. И раньше, если бы я приехала куда-то и увидела такую цивилизацию, я бы сказала: фу, боже, зачем она здесь? Хочу дикую природу, хочу, чтобы не было вот этого вот туристического флера, да, настроения.
А сейчас я думаю, супер. И вот мы думаем, это с возрастом после 30 приходят? После 30, ну ладно, мне уже ближе к 40, поэтому... Ну, мне еще нет 35. Либо это с появлением ребенка приходят. Мне кажется, ну, у меня-то вообще второй ребенок, и после Все-таки первого... с возрастом. Нет, я думаю, что да. После, я помню, когда мой первый ребенок Мирка, давай Сабрину включим тоже в кадр, а то она как-то там это. Вот, когда мой первый ребенок был такого же возраста, как сейчас Сабрина, мы путешествовали много автостопом и. Проблема была в том, что мы не могли себе позволить вот так зайти в кафеху и там взять пиво и еще что-то, потому что денег тогда особо не было. Поэтому были путешествия более суровые автостопом, и как-то не приходило в голову, вот, что можно взять так и посидеть. Но когда такое случалось, это тоже было круто. Поэтому я думаю, что здесь все-таки, наверное, ничего, можно упало. скушать. Ну ничего, можно есть. В лесу грязи нет. Такая есть поговорка. Не согласна. Юля не согласна, а я придерживаюсь этому правилу всегда. Вот. Ну хорошо, Сабрина, ладно. В порядке исключения. Обычно мы не едим чипсы. Тем более но- не даем Сабрине. Да. Сабрина сегодня, ладно, сегодня можно. Сегодня мы сожгли какое-то невероятное количество калорий. Короче, Юль, какие у тебя впечатления? Расскажи. Очень красивая тропа, красивый маршрут. Проходят по горам. Периодически появляются какие-то очень красивые деревеньки. Поменялась погода. Мы начинали маршрут, было пасмурно, было серо. И это, на самом деле, придавало некоторое очарование этому месту. Но сейчас солнечно, и это тоже круто, потому что, все меняется. По-другому стало. Да, и ты можешь посмотреть при абсолютно двух разных погодных условиях, как выглядит это место. Согласен, абсолютно. Я безумно рад, что выглянуло солнце, что я вот сейчас вижу эти пики гор, скалистые такие, из серого камня. Ну, вот там тоже они из серого камня. Потрясающе, отлично. Мы здесь проведем, я надеюсь, что мы здесь пару часов точно проведем. Хочется просто отдохнуть, погулять медленно, а потом поедем назад. Я не знаю, наверное, мы проехали сегодня, сколько ты сказала, Юль? Где-то 22 километра от станции, от которой мы стартовали сейчас. Соответственно, нам столько же нужно возвращаться обратно. 22. То есть, короче, где-то 45 километров. Сабрина, чуть-чуть Больше и нет, все. давай. Все. Вот чуть-чуть и все, зайка. Мама, папа. Да, и мама, папа. У нас еще есть с собой бутерброды. И фрукты. И фрукты, да. Так что все, чуть-чуть и все. Все, малышка. О чем я говорил? Я говорил о том, что суммарно около 45 километров будет наш маршрут. Достаточно много. Мне он дается чуть легче, Юле чуть сложнее, но в целом, конечно, это того стоит. Потрясающий опыт. И вообще вот эти маршруты велопешеходные, астурийские, это любовь. Да, Астурия прекрасна в этом плане. Что ж, друзья, маршрут назад мы записывать, наверное, не будем, хотя мы обязательно покажем медведя. Он выглядел вот так. Что могу сказать? Едем мы назад, и, по сути, просто едем накатом. Накатом в смысле, что мы не крутим педали. То есть ты просто сидишь и все. О, туннель. Просто сидишь и все. И не нужно практически крутить педали, потому что небольшой уклон есть, и ты просто едешь вперед. И вот так это выглядит. Иногда я немного торможу. Но в целом ехать просто удовольствие сплошное, потому что ощущение, что я еду на каком-то скутере или на мопеде, потому что вообще не нужно крутить педали. В общем, катимся мы назад по этой дорожке, катимся, любуемся видами, но тут вдруг происходит одна проблема. Сабрина сзади сидела в этом кресле, и ее укачало, да, вот так.
и она просто уснула у меня прям в этом кресле, но у нее голова начинает вот так как-то, ну, типа свисать, вот так, висеть. И, ну, не очень хорошо как будто бы так спать, поэтому мы попробовали, чтобы она просто походила, но она не хочет, она, видимо, очень устала, поэтому решили дать ей немного поспать прямо вот здесь, а потом через 20 минут будем продолжать. Ну, в общем, 15 минут Сабрина поспала, а потом она не хотела просыпаться, поэтому я отнес ее к этой вот реке. Сейчас я вам покажу реку. Вот к этой реке. И умыл. Умыл ее лицо, руки холодной водой. Ей, конечно, это не понравилось, но после этого она проснулась. Сабрина, ты как? Ну, она нормально, она в порядке. Вот. И поэтому сейчас мы продолжаем путь. Уже очень скоро мы должны быть у медведей. Сабрина, это только металлический медведь. Пойдем дальше. Пойдем дальше, посмотрим на настоящего медведя. Если, конечно, мы его увидим. Но, наверное, не увидим. Нет, вот он. Вон он там. Не знаю, насколько хорошо видно. Хе-хе. Мы его увидели. Пока мы едем обратно, а вы смотрите на медведя, я вам расскажу ее историю. Ну, насколько я понял. Эта медведица была несколько лет назад спасена, потому что она, ну, жила здесь в лесу. Здесь в лесу живут медведи. По-моему, это называется кантабрский медведь. И она жила в лесу, но один раз она упала. Не знаю, как это получилось, но она упала. И она сломала себе то ли бедро, то ли, в общем, какие-то кости. И ее нашли люди и вылечили ее. Но проблема в том, что... И она вылечилась, да? Но проблема в том, что ее уже нельзя было отпустить назад в дикую природу, потому что она, во-первых, уже привыкла к людям, ну и, во-вторых, она просто не смогла бы жить в дикой природе. Поэтому ее оставили вот там. Но это то, что я слышал, то, что я понял. Информация не на 100% достоверная, но примерно как-то так это было. Ну а мы с вами прощаемся. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Помаши, Сабрина. Пока. Пока.